Доброго времени суток. А почему снимаю это интро? Казалось бы, нас меньше 500 человек, но при этом уникальных зрителей за 28 дней последних больше 17 тысяч. И просмотров больше 56 тысяч. О чем это мне говорит? О том, что многие из вас приходят на мой канал впервые. А если вы уже постоянный зритель, вы можете переходить в тайм-коды, вы понимаете, куда вы пришли, просто открывайте уже те тайм-коды, которые вам комфортны, и смотрите выборочно или полностью на ваш выбор. А если вы впервые на канале, и если вы пришли на конкретное название и хотите посмотреть все об этом, что в названии, и думаете, что там будет такая вот точная инструкция, то, пожалуйста, посмотрите это интро, оно точно для вас, чтобы вы не были разочарованы, чтобы вы были в комфорте и чтобы вы понимали, как так получилось, что такое название и такое содержание. А я начну ответ с короткого убеждения, что когда вы смотрите какие-то инструкции, они не особо помогают. Инструкции записывают конкретные люди, которые разбираются в чем-то, у них там другая сборка компьютера, у них другая сборка софта. Вы посмотрите, придете домой, попробуете, у вас ничего не получится, вы расстроитесь. А что делаю я? Полную противоположность инструкции. То есть у меня идет будний веб-код блогера США, где я показываю разработку, как я разрабатываю IT-продукты. И вы смотрите, что у меня где-то что-то получается, что-то не получается, часто не получается, как я решаю эти сложности. И вы формируете уже свою IT-насмотренность, и вы тогда уже начинаете делать самостоятельно, и у вас все получается. Так что я здесь для вас, чтобы у вас получалось создавать ваши IT-продукты более качественно, ну или вообще, чтобы получалось, но желательно более качественно. Я надеюсь, что именно это то, чем может быть полезен мой контент для вас. Итак, мы плавненько подошли к тому, что у меня есть то, чем я живу. Вот я создаю IT-продукты, и я записываю стримы, которые обучают. Я ими делюсь. И после того, как я записал, ну, допустим, там час, 2, 3, 4 часа, бывают у меня такие видео, то там, ну, в часовом видео там 5 каких-то полезных моментов, а в 4-часовом там около 20 полезных моментов. И мне надо выбрать что-то одно или несколько и вынести это на картинку, и вынести это в ограниченный 100 символов названия видео. И я выбираю, стараюсь не какие-то такие вот яркие названия, а фактически, что было сделано, чтобы, ну, как навигация, было понятно, что вы посмотрите и что будет внутри. Полное корректное описание — это в описании самого ролика, то есть там детально описано, что вы узнаете, если посмотрите этот ролик. Ну а вот в картинку выношу то, что посчитал правильным вынести что-то одно из того множества разнообразия полезностей, которые там внутри. Вот, так что если вы пришли на конкретное название, внутри будет и то, что в названии, и много еще дополнительных бонусов. А что я показал, как создаю? Да, то есть можно кликнуть вот сюда вот в плейлисты и глянуть, что приглянется. Среди этого множества плейлистов я выделю несколько, допустим. Вот здесь вот в самом низу находится создание сайта с нуля, допустим. И вот можно просто открыть и вот так вот смотреть с самого начала, как выбирается домен, как привязывается хостинг, как настраивается почта, где хостить бесплатно. Ну, то есть вот, да, это 27 видео, но зато у вас все получится. Это вот там первый плейлист, который есть смысл посмотреть. А здесь
ZAI, Minimax, Paperclip Orchestrator. Это если вы хотите, чтобы вот у вас была единая удобная система управления агентами. Один агент поручал второму, генеральный директор поручает задачу техническому директору, технический директор поручает там разработчику. И вот они между собой общаются и строят для вас продукт. Вот здесь вот показал, как это все настраивать, как запускать, и в том числе очень большую популярность имеет вот этот вот туториал на 4 минуты, где просто можно посмотреть. Кстати, спасибо, да, за спасибо. Спасибо за положительную обратную связь. Мне это очень приятно. Вот, то есть вы просто сбрасываете вот эту вот ссылку, и вы скачиваете, и ваш искусственный интеллект вам помогает все настроить. То есть там примеры документов, что как поднять, какие ошибки. Ну, то есть вот буквально вы бросаете одну ссылку вашему искусственному интеллекту, он все настраивает. Вот, то есть вот такой вот польза, да. Здесь я бы сказал, что роботы-парсеры и автоматизация, я считаю, что это очень полезный навык. Здесь я показываю, как выписывать автоматизацию, которая не завязана на искусственном интеллекте. То есть, грубо говоря, вы можете поручить искусственному интеллекту собрать что-нибудь с сайта, но здесь показана механика, как это все отрабатывает фактически, чтобы можно было построить такой алгоритм, который не использует искусственный интеллект. При помощи искусственного интеллекта написать что-то, что будет для вас бесплатно. Вот давайте можно так простыми словами сказать. И вот здесь вот как раз показано, как это сделать. Отдельный, ну, достаточно короткий, по моим меркам, 7 видео. Что у нас здесь? Создание гибридного Android-приложения. Это вот сейчас я активно занимаюсь этим проектом. И я начал там с самого начала, с открытия аккаунта и регистрации. И сейчас я вот уже нахожусь на том, что у меня идет внутреннее тестирование. И я выкатил вот это количество сборок моего Android-приложения уже в Google Play консоль. И сам их тестирую. И уже, я надеюсь, очень близок к тому, чтобы отправить это все на модерацию в Google. Я надеялся это сделать сегодня, но возникли дополнительные сложности. Надо записать видео, то есть моменты, которые не связаны с кодом, меня сильнее, наверное, останавливают, чем написание и создание кода. И последний по очереди, но не по значению, да, установка и настройка окружения. То есть я показываю, как я настроил все окружение, в котором я работаю. Просто можете зайти туда и посмотреть. Вот, так что такой вот обзор плейлистов, которые я рекомендую, но каждый найдет свое, то есть кому-то, может быть, ближе будет что-то другое. Я предлагаю просто смотреть как сериал, то есть взять какой-то сериал и вот его с первой серии дальше смотреть, чтобы вы были в контексте. Не вклиниваться там в последнюю серию, что вы ничего не поймете, почему там Рауль ненавидит Иглесиаса, да, и все остальное. Также провожу хакатоны. Вот каждый, ну, пока что провожу каждый месяц, дальше посмотрим. Ближайший будет в пятницу. В пятницу 10 числа страны-участники уже новые появились. Тема хакатона
организаторы, судьи, менторы. Что надо, чтобы поучаствовать, то есть шаги там прописаны. Вы получите вот такую вот личную страницу, подтверждающую ваши заслуги, и вот такие вот дипломы, которые можно сосканировать или пройти по ссылке, и вот откроется эта страница, которая для проверки этого диплома. Если говорить о том, как я связан с инвестициями, то можно сказать, что уже сильно меньше с ними связан. Если говорить о том, просто ли я начал веб-кодить или есть у меня технический бэкграунд, то у меня есть технический бэкграунд, но в том числе у меня есть гуманитарное образование, поэтому я стараюсь создавать контент, чтобы он был понятен и непрофессионалам, но я вот наблюдаю, что в том числе меня смотрят профессионалы, и в том числе те, которые иногда даже лучше меня программируют. Мой коммерческий опыт начался в 2018 году, так что я стараюсь показать вам мир технологий и свои архитектурные решения, чтобы вы создавали более качественные IT-продукты ваши и повышали вашу IT-насмотренность. Поэтому я надеюсь, что у вас все будет получаться лучше и лучше с каждым просмотренным видео. Как говорится, можно вечно смотреть на три вещи. Как горит огонь, как течет вода и как работает другой человек. Приятного вам просмотра. Доброго времени суток. Сегодня хочу поднастроить кое-что новое, статистику. Сегодня не пилим код. Ну, как вы знаете, уже мобильное приложение мы отправили с вами на проверку в Google. Первый уже проект, как там, вот так вот, да, уже как-то задеплоили, зафиналили. И у меня возникают вопросы, как у человека, который любит тайм-менеджмент, сколько времени я инвестирую в проекты и сколько ресурсов, можно так сказать. Поэтому мне хочется это все учитывать, и я уже начал это чуть-чуть делать. То есть вот здесь вот есть такая метрик dashboard, и здесь есть статистика по тому, чем я занимался. YouTube Studio, Shorts CLI. Вот еще не ведется здесь учет времени. Да, и квота по API, это, кстати, я забыл хорошо. У нас есть боковой такой разработчик, и вот ему сейчас будем поручать именно это сделать. Лимитов осталось очень мало, причем у меня максимальная подписка. Ну да, я в них упираюсь как-то. Не знаю. Валяется у меня еще здесь 95-50, но я их не трачу, потому что вдруг понадобится. Вдруг понадобится что-то срочное сделать, тогда я сразу буду иметь возможность что-нибудь там доделать. Такое уже было, когда по хакатону голосовать уже судьям, а у меня тоже лимиты, ну, такие 99%, еле там успел все сделать, что обязательно есть. Так, ну и давайте ему давать задачу. А ты уже знаешь все, что как есть. Давай со мной согласуем главные правила. То есть, что мне необходимо, чтобы происходило, чтобы оно все работало
независимо от того, кто-то вспомнит или кто-то забудет, автоматически вот запустился Cloud Code. Вот это должно встроиться. Как это сделать? Так, давайте включу наш оверлей, который я сам написал. А, кстати, что радует, сегодня еще кто-то его скачал. То есть там было 34, стало 38. Приятно. Вот, да, уже 38 человек скачало. Ну, всего лишь 2 звезды, но 2 звезды это уже кто-то оценил как хорошая штучка, полезная. Это отлично. Вот, так что сегодня я хочу зашить, как это, на последние деньги, да, на последние 5% я хочу зашить максимально во многие, в максимальное количество проектов вот это мерило, что и как выполняется. Я сегодня достаточно много работал, в том числе по Shorts CLI и по другим проектам, но это никак не трекается. Кстати, токены тут какое-то ровное число. Не верится. Наверное, просто тут статика стоит. Тут тоже неправильное число стоит. Я уверен, что там кратно больше 30 или 50 часов. Так что это все ничего не работает, а мне бы очень хотелось, чтобы это все работало. Так, по факту все стало на место и диагноз. Так, давайте закроем эту панельку. Диагноз сейчас полувооружен. И, как внедрю после твоего ок, копирую с меня сервер 2. Shorts click, cloud.json, mdd, sessions mj, git сверю. А смотри, это сейчас не работает абсолютно нигде. То есть, если ты хочешь взять откуда-то пример, то его, к сожалению, нету. Это не работает нигде. Вот здесь вот я смотрю конечный результат, и здесь абсолютно неправильные данные. Поэтому давай ты со мной коротко там за 40 слов согласуешь какой-то план, я тебе его утвержу, и ты тогда его уже будешь внедрять. Давай пообщаемся просто. Он просто думает, что в меня сервер 2 в нашем мобильном приложении, что там уже все налажено, он оттуда скопирует. Знаете, как в школе. Спишет по-быстрому контрольную, и типа все будет работать, а все хуже. Нету отличников, у кого можно списывать. Придется самому все писать. Да, такие вот у нас. Ну, он правильно, ну, он как живой человек, как интеллект, ищет наиболее простой способ разрешить задачу. Работает оверлейчик. Понял, рабочего дашборда метрик нет нигде, копировать нечего. Ну, а так бы, если бы я не вчитался, я бы ему просто одобрил. Да, хорошо. Ну, он написал много текста, кучу всего проанализировал,
что работает, что не работает, триггер, слой 1, слой 2, слой 2, слой 3, внедри вот так вот, скажи окей, я сделаю. Я бы сказал окей, он бы сжег бы вот эти вот последние там 5% токенов, и ничего бы не работало. Поэтому пришлось почитать, разобраться, что он там написал, и полностью отвергнуть его план. Да, это прямо можно в шортс. Давайте ему еще что-нибудь подумаем, надиктуем. Ты знаешь, вот идеально сделать какой-то такой универсальный, чтобы он мог встроиться в каждый из наших репозиториев и вообще в каждую сессию клауд-кода, которая запускается применимо к какому-то из наших локальных скачанных репозиториев, которые все находятся в папке. Поэтому идеально не какие-то мелкие там такие правочки, что вот это повесить сюда, это на такую функцию повесить, это на такую функцию повесить. Это не работает. Вот запустилась сессия Cloud Code, уже пошел счетчик. После этого он привязался к какой-то папке, и если он работает с этой папкой, то значит, ну, вот бывает такое, что я запустил из одной папки Cloud Code, а потом он вынужден работать в двух других папках. Или один Cloud Code там сразу на 3 репозитория. И нам надо учитывать вот в каком репозитории он сколько работает. То есть вот такая вот инфраструктура нужна, не мелочь пузатая, которая запускается из локальных каких-то функций, а ну, такое вот фундаментальное, серьезное, правильное, которое там на клауды прямо вешается. Я помню, что мы что-то уже вешали прямо на клауды, прямо при запуске. И вот надо что-то такое придумать. А пообщайся со мной тоже вот в таком вот формате по 40 слов. Что ты об этом думаешь и меняет ли это как-то твой план? Попытался рассказать ему какие-то тест-кейсы. Давайте почитаем теперь после того, как я уже надиктовал, он думает, почитаем, что он предлагал. План 40 слов. Строю метрики с нуля, shorts CLI, делая его эталоном. Хук пишет факт события, время, токены единой схемой, агрегатор, дэшборд на реальных данных, сверяя по факту, варды, они рабочие, выражая отдельно ок. Ну вот видите, то есть то, что я ему надиктовал, сильно меняет. Да, меняет к лучшему. Вашим один глобальный хук в Cloud Settings JSON не per repo, счетчик со старта, а время и токены атрибутируем по папке репо из путей тулколов. Одна сессия на 3 репо считается раздельно. Общий агрегатор, дэшборд, универсально само на всех сессиях. Так. Да, мне нравится. Это хорошо. Давай еще 40 слов о том, как ты это реализуешь. Такая реализация мне нравится. Ну, то есть вот это, вот мы с ним пообщались, да, вот, и уже как-то вырисовывается более правильная концепция того, как это должно строиться в моем представлении.
То, что собирается все сюда, мне нравится. Это хорошее, прикольное направление, куда все сгружать. Так, значит, Cloud Assets Settings JSON хуки. Единственное, я хочу еще, чтобы ты сохранил в наш проект. Давайте мы ему скажем, какой у нас тут проект. У нас тут есть сборка Linux. Я хочу, чтобы ты то, что ты пишешь по вот этим вот хукам, тайм-менеджменту и всему остальному, чтобы ты это обернул в отдельную папку информации, ну или если там у нас есть настройки клауда, то чтобы ты туда вот добавил в настройки клауда, а вот в этот проект. Так, давайте почитаем, что он там еще написал. Session starts, user prompt submit, stop, session end, плюс heartbeat, зовут один node script. Он по путям tool call'ов определяет git repo, дописывает факт, событие, время, токены, shard possessions ID в cloud TMDD, отдельный агрегатор, читает реальные события, дэшборд, серию по факту одной сессии. Погнали. Вроде бы звучит так, как мне нравится. Да, погнали. Наконец-то начнет что-то работать, а то я действительно не знаю, сколько я Ну, и тут можно будет потом еще в деньгах посмотреть. То есть, если бы это разрабатывалось через API платный, а не по подписке, то сколько бы это стоило в деньгах разработка каждого из приложений. Интересно? Ну, очень интересно на самом деле. Сколько часов в каждый из проектов я влил своих реальных часов, сколько агентских часов. То есть бывает, я работаю сейчас, как сейчас в экономе. Один проект, один исполнитель. А бывает, я такой, у меня много токенов, и я такой запускаю там сразу 4-6 агентов. Больше 6 я неэффективно менеджерю, но еще дополнительно у меня есть те, которые выписывают философию. Можно сказать, это роль нашего агента. А здесь это практическая философия, это то, как я хочу, чтобы он строил код, как он со мной общался, как он выполнял проект. То есть это такие вот важные вещи, которые я прошу, чтобы он полностью сделал, как со мной общаться, чтобы я был доволен. И бывает такое, что у него обновился контекст, и я понимаю, что он, фигню какую-то делает. Я смотрю сюда, контекст новый. Я такой, понял, да, он забыл просто философию. Я ему говорю, перечитай философию. И он тогда, вот мой косяк, первый, второй, третий, все, больше не буду. И дальше он меня уже только радует. Вот, поэтому сейчас еще хочу накатить тайм-менеджмент, чтобы в моем царстве кода все работало так, как мне нравится. Да, у меня есть еще несколько ноутбуков, которые на винде. Это стационарный компьютер. Я сразу завел его на Linux. Не делю несколько операционных систем. То есть, когда спрашивал у искусственного интеллекта, что мне делать, там установить Linux или нет, он говорит, установи 2 системы. И Windows, и Linux. А я потом, помню, моя знакомая там установила 2 системы, и у нее просто там разные разметки, насколько я понимаю, этих операционных систем, и у нее просто крашнулся весь компьютер. То есть она работала то в Windows, то в Linux, и вот у нее был какой-то пул ее наработок и сделанной работы, она все потеряла. И поэтому я уже думаю, нет, давай тут только Linux будет.
Вот поэтому я у него поспрашивал, а если просто Linux это лучше или хуже? Он говорит, ну, конечно, лучше, более стабильно. Такой, в общем, он подстраивается под вас и советует то, что думает, что вы одобрите. Поэтому очень интересно спрашивать у искусственного интеллекта, почему он это посоветовал, какая у него мотивация. По питанию там он говорит, там, со сметаны перейди на йогурт, на греческий йогурт. Я говорю, почему? Он говорит, ну, у тебя есть привычка там сметану кушать, а так у тебя будет менее жирно это. Я говорю, ну, так если это мне не подходит, я могу просто отказаться. Он говорит, да, что ты просто можешь отказаться от привычки. Ну, то есть вот тут важно понимать, почему он предлагает, и действительно ли это что-то полезное, или он думает, что просто человек настолько ущербное животное, что он живет в рабстве своих пороков и не может от них освободиться. Вот, так что вот тут вот то же самое было. То есть он предлагает одно, мы перечитываем, корректируем, и уже у нас более чистый, более хороший, более правильный вариант. Не знаю, шортс из этого получится или нет, какой-то длинный такой вот смысловой блок, но я надеюсь, получится длинный смысловой блок шортса. Так, отлично, погнали. Сначала гляну по факту 3 вещи, чтобы не сломать соответствующие и попасть в формат дэшборда текущий, не затереть чужие хуки, структуру, OPS build, куда версионировать, картина полная, Cloud Settings JSON есть, Permissions to Status Line, хуков нет, буду мерчить не затирая, папки Cloud Hooks нет, OPS Build это и есть машинно-сборочный репа, да, Git репа идеальный дом для глобального тайм-менеджмент тулинга, туда и версионирую, да, окей. Metrics Dashboard HTML, статика генерирую скриптом из Bench.json, данные стухли 16 июля. Нули, секция владелец активно, пассивно пустая. А чтобы построить хук правильно, точно input, output, IO, контракт, код, как достается токен usage, считай реализацию из эталона меня, Bloomberg, возьму оттуда логику, сделаю корректно. Так, мне, наверное, надо какая-то читалка. Какая-то читалка, что я вот так вот выделяю, а он мне читает вслух. Что у нас там по... Нормально. Так, а есть у нас кто-то, кто настраивает у нас окружение? Давайте глянем. PopOS. А мне нужна какая-то точнее не надиктовывалка, а озвучивалка. То есть функция, которая мне нужна, я выделяю текст своей мышкой, он становится выделенным, и этот текст начинает произноситься. Произносить он должен все на русском языке, в том числе термины встречаются английские, и я бы хотел какой-то хороший интонированный голос, то есть не просто робот начитывает, а чтобы я мог выбрать голос мужской, женский, тембр, скорость. Ну, операционная система, ты у нас знаешь, это Linux, Ubuntu семейство, конкретно Pop OS, Cosmic сборка. А что ты порекомендуешь мне для этих целей? Так, пусть он думает. Он у нас занимается
нашей операционной системой, поэтому пусть думает. А здесь мы накатываем плюс time management. Давайте так напишем time management management. Да, плюс time management, потому что я сейчас поручил вместо разработки ему time management. Так, он говорит, что уже готово. Хук работает. У меня больше, наверное, 10 репозиториев локальных, в которых я периодически работаю. То есть где-то я запускаю просто какую-то автоматизацию, рутину. Но это все равно токены, это все равно ресурсы, это все равно агентское время. А пусть это не мое время, там буквально я там написал плюсик идеи работы. Вот, и он уже выполняет, но это все-таки то, насколько я, ну, видите, на 95% исчерпал. Так что активненько использую нашего искусственного интеллекта. Да, у меня еще утечка была, я там своим искусственным интеллектом пытался оптимизировать работу моего хакатона и анализировал, хорошо ли билд собран у команд. И да, это уже ушло, и мы убрали это все. Мы убрали эти штуки, то есть каждые 10 минут он проходился и анализировал ту рутину, которую я сказал, и после хакатона я это не остановил, и поэтому я думаю, да как же так быстро улетают токены? Мне сказали, что плюс 50% мне дают, а я их вообще не ощущаю, как будто бы у меня вообще забрали кучу. Ну, в общем, вспомнил, где у меня токовая вот эта вот ситуация была по токенам, по клауду. Кстати, смешно. Вот видите, Fable новый вышел. Я его ни разу так и не использовал. Ну, да, то есть я даже на экстра код пишу не на Max, не на ультра код. То есть экстра это вот такой уже, ну, нормальный, хороший агентский режим. На хай он все-таки останавливается, начинает какие-то вопросы задавать. На экстра хай он вот берет задачу и выполняет там 45 минут, там до часа. Когда это в command line интерфейсе вот таком вот Cloud Code, то у меня там был рекорд 2 часа 11 минут. Ну, то есть, может быть, бывали сессии, которые дольше у меня. Кстати. Еще дополнительно я хочу, чтобы писался рекорд, как долго автономно агент работал без моего вмешательства. То есть вот там же это мы можем тоже померить и обновлять, правильно? И пусть такая статистика ведется в рамках каждого отдельного проекта, чтобы я понимал, какая статистика по каждому из проектов, чтобы я понимал, может быть, где-то оптимизирована агентная работа более идеально, и этот паттерн надо перенести в какие-то другие репозитории. Ты это можешь тоже сделать? Вот такое еще, да, вот с вами, видите, пообщался, и вы мне подсказали идею, как, что еще можно сделать. Да, это
Это интересно. То есть вот 2 часа 11 минут была сессия, а может быть еще были более длинные сессии, а может быть у меня в каких-то репозиториях сессия длится где-то 45 минут в целом. Это то, что вот я наблюдал. А где-то у меня может быть отстроено более все профессионально, и там длится 1,5-2 часа. Или, может быть, там это связано с гейтами проверок. То есть там можно еще статистику такую... Вот там вот уже, да, статистику времени выполнения каждой команды. То есть сколько кодит, сколько идет проверка. Я думаю, это тоже, да, надо ввести. А можешь ли ты еще дополнительно построить, чтобы мы могли понимать, сколько идет сам кодинг, сколько идет CI, чтобы понимать, может быть, вот эта вот длинная агентность, она связана не со сложностью проекта, не с тем, как хорошо, долго и качественно писался код, а с тем, что там уже большой проект, и поэтому там много проверок. Так, да, могу, это почти бесплатно. Я уже пишу событие, user prompt submit stop, автономный прогон, один такой интервал, агент обработал от твоего сообщения до возврата к тебе без вмешательства. Значит, рекорд, автономные работы, самый длинный интервал по каждому проекту. И раз хук глобальный, метрика появляется для всех репо сразу, а ничего в каждый переносить не надо. Видите, он не так сказал, не так понял. Я бы именно как раз хотел аналитику по каждому из отдельных проектов, чтобы понять, может где-то у меня лучше настроена агентная работа, а где-то хуже. Поэтому именно общий рекорд по всем это не совсем то, что мне нужно, а вот именно рекорд по каждому отдельному репозиторию, вот это мне более информативная выборка. Проверю по факту на контрольных данных 2 прогона, 8М, 12М. Так, ну давайте посмотрим в нашем дэшборде, то есть что-то у нас тут поменялось или нет. Вот 96% у нас использовано, всего лишь 1% использовали на это. И давайте обновляем. 24 минуты. Владелец активно. Автономная работа без вмешательства по проектам. Short CLI.com, Web Code. Я очень ценю, когда проекты указаны именно с сохранением заглавных букв. То есть сейчас название проекта в моем дэшборде в HTML, Metrics Dashboard HTML, а там они написаны все строчно. Меня это очень раздражает. Сделай, пожалуйста, так, как Short CLI, Shorts с большой, CLI, все с большой, и там слэш shorts mcp.com, то есть это вот один проект, он там вместе. Vibe on code, напиши в скобках название сайта и тоже там camel верблюжьим стилем. Pop OS build, ну то есть вот эти вот все штуки не пиши, пожалуйста, строчно, меня это очень раздражает. Так,
Тут вот добавилось уже в PopOS Build. То есть это уже рекорд, он пишет как раз в рамках каждой из сессий. То есть это вот автономная работа без вмешательств. Класс, класс. Мне это очень нравится. Токены, хорошо, фактор параллелизма, да. Рекорд автономного. Владелец всего пассивно. Владелец активно. Волклок. Сессий 6. По проектам активное время. Shortscli.com. Бабан код. И какой-то непонятный, неизвестный, да, получается? Вот это активно, вот это пассивно. То есть я активно здесь 20 минут, здесь пассивно 30 минут. Ну, хорошо, ладно. Оба пункта понял. Разделить кодинг versus CI, чтобы длинная автономка не путалась. Она от сложного кода. Я бы это все писал в активное время агента, но просто внутри активного времени агента я бы хотел разделять кодинг и CI. Да, второе, он рекорд пока... Давайте я Escape нажму, чтобы он сразу прочитал, что я надиктовал. Чтобы он неправильно не делал, а то он недопонял здесь. Ну, то есть он повторяет, как он понял своими словами, и я благодаря этому могу прочитать и поправить его. Он уже есть. Секция «Автономная работа по проектам», да, согласен. Реализую сплит, так. Да, то есть он хотел сплит. А я хочу, ну, как бы сплит, но в рамках одного единого массива. Классифицирую каждый tool call. Coding bash, so test, push, PyTest, AI review, build CI, прочее. И делю активное время по паузам между событиями. Длинный git push с ревьюером. Длинная CI пауза верно ляжет в CI, а не кодинг. Правлю хук. Классификация. Я еще хочу провести такое соревнование, создать приложение мобильное. Ну, я не знаю, может быть, приложение мобильное это сложно создать. Может быть, веб-сайт с имитацией мобильного приложения, где будут соревноваться 3 модели Cloud Code, GPT-чат и Gemini. Если вам такая идея по душе, пожалуйста, лайкните этот шортс, и я это реализую. Мне тогда придется купить полную подписку по Cloud коду, сколько там, $100-200, $100-200 еще на Gemini, и вот уже есть у нас Cloud Code, который уже на $200 подписки. Так что если вам это интересно, посмотреть такой эксперимент, кто вообще сможет автономно взять задачу, то есть я вначале всем напишу техническое задание, сгружу техническое задание и пущу повторно, чтобы он смотрел, сделал, не сделал. Если не сделал, то чтобы он продолжал делать. Вот. И когда они остановятся, уже сделают, то мы посмотрим статистику, кто как сделал, сколько затрат на это было, ну и все остальное. То есть, если вам это интересно посмотреть, то ставьте, пожалуйста, лайк под этим шортсом
и я буду знать, сколько людей хотели бы посмотреть такой эксперимент. Искусственный интеллект, если ты не понял, это надо нарезать в шорты. Ну, ты понял, ты умный. Так, реализую сплит, теперь агрегатор, добавлю PureRepo. Обе правки понял. Название проектов с брендингом не строчно заведу. Карту отображения. Я люблю, когда веб-сайты пишутся тоже camel, а не строчно, не только само название. Кодинг, ну давайте сразу я его прерву, чтобы он почитал. Кодинг versus CI внутри активного времени. Ровно так и делаю, сплит по паузам между тулколами. Ага, ну круто. Молодец. Давайте обновим. Так, кодинг versus CI внутри активного времени по проектам. Появилось. PopOS Build, Short CLI. Вот это то, что он сейчас делает. CI 67%. Угу. Это интересная информация, то есть здесь надо будет, может быть, на определенной стадии тогда смотреть, что из этого полезное, что из этого оставлять из CI-ки, а что уже не полезное, потому что это будет только разрастаться. Хотя как это посмотреть? Контекстного окна не хватит это все посмотреть. То есть мы, когда выписываем каждое правило, каждое поведение, мы на него вешаем защиту. И пересмотреть сразу все правила, это никакого контекстного окна недели или двух тоже не хватит. Так что, наверное, примем разрастание CI как то, благодаря чему у нас защищен проект от дрейфа. Ну да, то есть сейчас стабильненько мы создаем. Это видите, чем обусловлено то, что CI занимает 67% времени разработки. И если это так, то как раз параллельные сессии, они будут не так уж сильно есть много токенов, и я могу сильно не экономить на один проект, один разработчик, а я могу тогда, как мне комфортно, 4, 5, 6 разработчиков пускать. Это вот видите, какая интересная информация. То есть у нас появилась метрика, появились метрики нашей разработки, и уже отсюда я посмотрел данные и делаю какие-то выводы для себя. Интересно. Ну, то есть это мне нравится. Это уже запущено во всех клауд-кодах. То есть если новый клауд-код, который уже был запущен до этого, допустим, в том числе через... Ты сейчас работаешь через Cloud Desktop. Если вот я зайду в другого Cloud Desktop исполнителя, к нему применятся вот эти вот настройки по тайм-менеджменту и по учету токенов или не применятся? Или его нужно как-то перезагружать будет? Кстати, сейчас я не вижу учета
токенов в рамках каждого из проектов. То есть мне важно понимать, сколько я потратил в токенах на каждый из проектов. Потому что это очень важно, ну, то есть ресурсная емкость каждого проекта учитывать и понимать. Причем у меня же еще есть рутины, которые выполняются. То есть на них тоже это все подтянется. Так, события, записанные до добавления классификации, старые так идут до. Активное время кода прописывается доминирующим рэпа этого хода. Активное время хода прописывается доминирующему репа этого хода. Если в одном ходе я правил и pop.os build и short CLI, меньшинство не выделяется отдельной строкой. Для аналитики по проектам это нормально. Если захочешь точное добавление внутри кода, добавлю. Да, это просто необходимо, потому что у меня есть один проект, который сразу редактирует 3 проекта. И если он будет учитывать не отдельно по каждому затраченное время, то это будет неправильно, несправедливо и неправильный учет ресурсов. Конечно, нам нужен именно точный учет, сколько работалось в каждой папке. Два вопроса отвечу с проверкой по факту. Применяется ли к другим уже запущенным Cloud Code? Проверю по нашим же шардам, у кого есть Session Start. Стартовал после установки. Токены по проектам, рутины, гляну в каком формате рутины пишут токены. Short CLI, Usage, JSON, чтобы подтянуть их в дашборд. То есть рутины сейчас не шли бы в учет, да? Это хорошая информация, что я тебе сказал, ну и задал этот вопрос. И давай еще я уточню, что если я буду делать что-то вне проекта, то это тоже будет учитываться, просто это будет писаться как вне репо. Правильно я понимаю или я ошибаюсь? Так, он мне тут что-то написал. Сессия Session Start. Стартовали после установки, полностью вооружены сами, ничего делать не надо. Моя сессия стартовала до установки Session Start. Пропущен, но post tool use, user prompt submit, stop все равно пишутся частично. Вывод: новый следующий Cloud Code выражится автоматически, уже открытые перезапусти для чисто полного учета, иначе у них нет старта сессии. Ты сейчас в этом старом перезапусти, даст ему полный учет. Я не до конца понимаю. То есть вот в Cloud Desktop у меня висят имена, которые уже очень давно висят. И что, пока они висят, они будут учитываться, как будто бы они работают. То есть это же неправильно, что они висят, но не работают. Я именно хочу, чтобы учитывалась активная работа агента, а не пока он просто простаивает или ждет какого-то ответа от юзера. Как сейчас построена логика?
Да, вот это все надо вычитывать. Ты прав, Per Project токены были зашиты хвостиком в бар активного времени, отдельной секции нету, и рутины в дэшборде не подтягивались вообще. Чиню оба: отдельная секция, токены и стоимость по проектам, сессия Cloud Code, рутины с реальным долларом. Ну, это прикольно. Так, по проектам активное время плюс токены. Вот тут уже токены появились. 1 000 000 токенов, 400 000 токенов, 0. Что такое N1, N2, я не знаю. Работает на реальных данных, Short CLI. $3 миллиона токенов. Где он это смотрит? 3 минуты вижу, а 3 миллиона токенов не вижу. А, вот, теперь вижу. А откуда он берет цену? А откуда ты берешь цену? То есть вот официальная цена Cloud Code API, 3 миллиона токенов — это $171? И почему эта информация не бьется с то, что внизу? Я не понимаю. То есть вверху написано 3 миллиона токенов на Shorts MCP, а потом ниже написано, что Shorts совсем другое количество токенов. Почему разброс в данных? Так, ну и новая секция токены и стоимость по проектам. Теперь видны ресурсы и емкость каждого проекта, и рутины считаются наравне с интерактивной работой. Теперь видно ресурсоемкость каждого проекта, рутины считаются наравне с интерактивной работой. Три вещи, все по делу. Главное, точный репо-учет требует переделки. Две другие — ответ плюс одна правка ясности. Начну с сути. Точное дробление времени внутри хода. Сейчас доминант забирает все. Переделываю так, чтобы время делилось по паузам между толколами на реальный репо каждого события. Ход, правивший репо, честно делится между ними. Правлю ядро агрегатора. Теперь про простой IDE. Это твоя главная забота. Правлю дэшборд, чтобы IDE и DLE был явно отдельно от работы. Он мне просто не нужен. Смотри, простой мне просто не нужно учитывать. То есть мне простой учитывать не нужно. Ты говоришь отдельно и явно отдельно в дэшборде. Нет, его просто не учитываем. Учитываем только активную работу. Либо CI, либо кодинга, либо нашу совместную работу, что вот я диктую там
тебе что-то ввожу, рассказываю. То есть только это учитываем. Простой не тарифицируем. Не тарифицируем. Теперь про простой IDLE. Это твоя главная забота. Правлю дэшборд, чтобы IDLE был явно отдельно от работы карточки. Проверяю точный сплит по факту. Один ход правит 2 репа. Точный сплит подтверждает ровную долю. Раньше доминант забирал все. Чисто дописываю ридми. Точный сплит. Комичу. Все 3 сделано. Отвечено, смерджено. Точный per по учет сделано. Время хода больше не уходит доминанту. Теперь дробиться по паузам между... Хорошо. Хорошо. Работа вне проекта, да, учитывается. Хорошо. А простой... как построена логика главная. Считается только активная работа. Вот твое сообщение, агент остановился. Пока сессия висит и ждет тебя, после остановки до следующего сообщения. Это простой. Он в работу не идет. Что поправил? Для ясности раньше был размытый пассив. Теперь на дэшборде карточка активная работа агента, только реальные ходы. Отдельно простой сессия ждала. Не считается работой. Секция работа versus простой с подписью, что открытый сутками Cloud Desktop сам по себе работой не считается. Что дальше? Ну вот, как бы надиктовал ему. 3 вещи. Отвечу с фактами и поправлю дэшборд. Сначала откуда $171. Проверю по факту, что там в логе routine. Это не я считаю цену, это пишет usage by. А дай мне таблицу сравнительного анализа, сколько по API стоят токены у Cloud Code, у Gemini и у GPT-чата. Забыл, как GPT-ху зовут. Я знаю, как ты любишь написать какое-то сообщение до, какое-то сообщение после, какую-то еще тягомотину. Ответь мне четко по делу то, что я прошу таблицу и ничего больше. И туда добавь ссылку, откуда ты это все взял, чтобы я знал, что ты это не выдумал. Я проверю твою информацию. Google как начинает там... Вот... Токены это... А впервые токены были... Это очень правильный вопрос, что вы задумываетесь о ценах. Кстати, вот ваша таблица. Я же это все не спрашивал. Так, цену считаю не я, ее пишет. Из них хайку, вызов, просев роликов, опус. Разные цены на разные модели. Так это $15, а не 170. Это очень хорошо, что мы сейчас сюда добрались. Нам надо учитывать, какая модель работала, в каком режиме. То есть это же тоже мы можем в статистику писать, потому что вот настоящие цены, они выдуманные, и нам надо учитывать, получается, в разрезе каждого агента.
Так, а что-то он не хочет у меня копировать. Да, я наблюдал такое с углом, что он как-то выделяет плохо. Получается, Клауда самый дорогой по деньгам. Еще и разные цены за ввод и за вывод. То есть то, что я накидал информацию, это $5, а то, что обратно миллион приходит, это 25. Ага. И нам, получается, необходимо отдельно тарифицировать введенные токены от меня и полученные токены от сервака, потому что это разное количество денег. Да, вот видите, начинаю так закапываться в то, ну да, подписка заканчивается, я начинаю закапываться там в то, как оптимизировать, куда тратятся токены, как это все учитывается, так что, ну да, в принципе, когда их хватает, то не задумываешься над оптимизацией, а когда вот уже поджимает, то думаешь, что, как, сколько, куда расходовать, что делать сейчас. А ты еще вот это дочитай. Ну вот это я буду уже в комфорте жить. То есть у меня будет статистика, знаете, то есть не просто, что я вот там что-то где-то как-то строил и сделал, а сколько работал над каждым проектом, сколько это в деньгах, сколько это во времени моего активного. И получается, а, чем больше будет активного времени агентов, тем более я буду эффективен, можно так сказать, наверное. Хотя это не всегда так. То есть я могу загрузить их, что они все активны, а выхлоп будет минимальный. А как привязываться к какому-то результату, который более стабилен? Какой более стабильный результат? Ну, к нему сложно подвязаться. Это готовое приложение, это вот как раз то исследование, которое я бы хотел провести, то есть какая моделька лучше и что по деньгам будет. Это вот такой вот подготовительный шаг, можно сказать, для эксперимента. Потому что без этого подготовительного шага нельзя померить эффективность. Так, это ты точно подметил. Вход и выход тарифицируются раздельно. В твоей таблице у каждой модели разная цена за вход и за выход. Учту так. Цена входа плюс выход, цена выхода. А, нет, я не люблю соединенные данные. Ты мне показывай токены на вход, токены на выход отдельно и пиши отдельные цены. И потом уже сумму. То есть так, да, нормально. То есть, но если ты хочешь написать просто одной циферкой для того, чтобы мне было удобно, нет, я хочу именно такой вот агрегатор данных, чтобы я прямо ими дышал. Сразу Escape нажимаю для того, чтобы он втянул эти данные к себе, проверил, что у вас показывается вот этот боковой экран, там, где мы это все делаем.
Давайте вот смотрим. В PopOS никто сейчас не работает. И здесь, допустим, 1 миллион токенов, я так понимаю, 1.100. И мы сейчас зайдем вот сюда вот. И посмотрим. Так, захват, выделение мыши работает на Cosmic. Well Paste Primary вернул то, что было выделено прямо сейчас. То есть выделил мышью. Взяли текст, заводится нативно. Вопреки расхождениям на Wayland выделение не достать. У тебя достается. Well Clipboard. Уже стоит звук. PVPlay. Play есть. Pipewire. GPU сейчас свободно 11 гигабайт. С 16 на нейросетевой голос хватает с запасом. Из TTS стоит только SPD, Say, SPIC, тот самый робот, нормальный голос будем ставить. Это по сути зеркало твоего VoxD. Там голос, текст, тут текст, голос. Выделил мышью, Hotkey Cosmic, скрипт. Ну да, я какой кнопкой не пользуюсь? Scroll Lock, наверное. Запись на паузу, а на Scroll Lock можно повесить эту штуку. Hotkey, они само зачитывают любое выделение, как у тебя контроль, иначе оно будет. Ну да, согласен. Хороший синтет, но узнается как и лучше робота, розаточка. Англ плохо. Мгновенно. Очень простая, готовые. Так, мы сейчас выбираем голоса, я так понимаю, все остальное уже готово и настроено. Ответь до 40 слов. Так, где у нас PopOS? То есть вот здесь вот у нас должно поменяться ситуация с 7 на 9 минут. Но я еще ничего не делал, а тут поменялось. Ну ладно. Давайте смотреть. Ничего не меняется, то есть ничего не подтягивается. Надо будет все диалоги пересоздавать. Напиши техническое задание того, что я поручил, и твои выводы, гипотезы, как это лучше сделать. Я хочу новый чат начать. Ну, давайте сразу начнем новый чат. Выберем наш проект PopOS Build. И напишем ему: прочитай философию, навигацию и SDLC. И правила работы в
рабочих деревьях от начала до конца. Так, записываю ТЗ так, чтобы новый чат. Готово, сохранил в память. Ну, давайте вот новый подтянется или нет. Да, новый уже подтянулся. — 21 минута. Тут же этот ничего не делает, да, хорошо. Голос живой, интонированный. Он потерял про возможность менять скорость. Я как раз это там и увидел. Ага, скорость в конфиге, да, есть, хорошо. Значит, он просто не озвучивал это там. Спасибо. Давайте назовем X Pop OS. И снесем его. И вот этот вот уже должен учитываться. Ну да, что-то учитывает. Я тебе это даю в исполнение, а не записать. И записывай не в память, а записывай в проект. Ты находишься в определенном проекте и записывай, пожалуйста, в проект. Ну, то есть в техническое задание, если ты рабочего дерева записал, то это правильно, да. Какого черта он пишет память? Философия совсем по-другому, и в SDLC написано по-другому. 12%. Ты философию до конца прочел, ты SDLC до конца прочел, ты навигацию до конца прочел. Давайте проверим, он до конца прочел. По-моему, он так посмотрел по заглавиям, что там, и побежал дальше. Я вижу, что 12% он себе забил, а, по-моему, там оно забивается до 18%. Ну, давайте переключаемся на нашего... Так, вход-выход. Два важных момента. Упал. Было 170, стало 30. Причина твоя цена. Сессия Cloud Code появится в таблице. Что дальше? Тестирую, что дальше смотрим. Тут 14 минут. В дэшборде идет жесткий рассинхрон.
Посмотри, что выводится фактически в дашборд, и там такая чехарда данных, где-то 14 минут, где-то 24. Может быть, это не рассинхрон, а там просто сумма написана, а здесь оно в разбивке. Нормально, но на всякий случай просто проверь, что данные нигде не пляшут, и они едино. А посмотри именно сам дэшборд, который выводится. То есть ничего ли тут тебя не смущает? Может быть, я чего-то не заметил? Так, а здесь вот у нас должно расти. Или здесь 24 минуты, да? Прямой ответ на 3 вопроса. Да, все 3 прочитал до конца философии целиком, 4 кусками, но ты спрашиваешь не про факт чтения, а про то, применил ли я прочитанное. И тут я налажал по делу, разберу честно. Получается, он прочитал, но не применяет. А запиши правило, что практическую философию нужно не просто прочитать, а это контракт между исполнителем и заказчиком, между искусственным интеллектом, разработчиком и человеком, который каждый из сторон берется выполнять. А кейс искусственный интеллект прочитал философию, но не применяет. Вот. Запулим. Хотя нет, стоп. Давайте мы возьмем, зайдем в Cloud Code, скопируем, откроем новый, запустим новый Cloud Code, и там прочитай философию, навигацию и SDLC полностью до конца. И давайте ему запишем вот такое вот правило. И пусть он работает в автономии, а этого мы рубим, так как он был создан до. Здесь мы запишем философия, и здесь нужно применять, а не только читать. Давайте посмотрим, появился ли у нас тут новый проект. Тут, получается, есть рабочее дерево, и оно появилось не там. Идет неправильное отображение, какие проекты запущены. Проверь логику, она ошибочная. Я запустил нового агента из новой папки, и папка определилась абсолютно неправильно. Или может быть, получается... А может быть, я неправильно сказал, та сессия, может быть, вообще не подхватилась. То есть я сейчас запустил нового бота, и его вообще нету в этой истории, хотя он уже и запустился, и работает, и ничего, новый Cloud Code ничего не подхватил из твоих гардов. Так что как-то где-то не там висит твой гард, а новые Cloud коды его просто игнорируют. А потом, когда ты разберешься с тем, почему новый не работает, новый Cloud код, который запущен,
то надо сливать рабочие деревья в материнский проект, а не учитывать их отдельно. Это он обрабатывает или он только я нажал? Нет, это я только нажал. А, понял, он первый раз не сработал. Давайте посмотрим. Ну да, новый проект не появился. А в дэшборде я не вижу, по какому проекту, какие модели работали, сколько времени. Выводи, какая модель работала, сколько времени, по какому из проектов. У него дэшборд вообще не работает. Надо ему вот так вот сразу отбить, чтобы он начал понимать, где мы, что мы. Так, давайте посмотрим цену на Opus. Bubble 5.10. Вывод 50. Sonnet 2.10. Opus 5.25. Еще что-то за кэш берет. Мифос. А какие у нас модели доступны? Fable доступен. А Мифос где доступен? Ну, окей, неважно. Тут 5.25, да, получается. Хайку 1.5, Sonnet, Launch, Entropic. Так, давайте почитаем, что они вообще пишут. Сколько стоит клод? Цены на клод в рамках антропической программы варьируются от $1 за миллион одних токенов Хайко до опубликованных $10 за 1 миллион для Cloud Fable 5 и Cloud Mythos. Важное обновление. Cloud Sonnet теперь доступен по вводной цене $2 за вход, $10 за вывод. До 31 августа стандартная цена Sonnet $3, $15 начнет действовать с 1 сентября. Оперативное кэширование, снижая стоимость входа при попадении в кэш на 90%. Выпущен Sonnet 5, компания Anthropic предоставляет Cloud Sonnet 5 30 июня для большинства производителей. Ну, неважно. Принципы граничных рассуждений и контекстное окно 1 миллион. Получить API-код Клода
Так, вот Mythos. Модель доверенного доступа класса Mythos. Компания Tropic описывает ее как тот класс возможностей, что и Fable 5, но с более широкими мерами защиты, снятыми для конкретных сценариев доверенного использования. Непонятно, но ладно. Скидка на оперативное кэширование. Кэширование в Anthropic одно из самых эффективных в отрасли. Стоимость чтения из кэша составляет всего 10% от базовой цены входных данных. Cloud Fable 5 Mythos. Кэширование. То есть там еще есть некое кэширование. Это надо учитывать, наверное. А там еще важно учитывать в цене некое кэширование, которое дополнительно накидывается 10% от потраченного. То есть это тоже траты, которые Anthropic забирает. Стоп, важнее другое, новый Cloud Code вообще не подхватил хук. Ну да, как бы это очень важно. Нет, шарда это ломает все для новых сессий. Разбираюсь, почему. Потом в родителя и модель проект. Собираю факты, валиден ли глобальный сеттинг, свежие ли шарды, нет ли другого конфига, хуки в глобальный settings валидны и на месте. Но есть settings local JSON, может переопределять и отдельный конфиг Cloud Desktop, проверю их. Я свежие. Так, собрал факты, ключевое. Хуки не трогает, там только permissions. Пока гайд. Так. Так ты разобрался, почему новосозданный Клауда не подхватил твою настройку по вот этому вот тайм-менеджменту? Доминирующая модель сессии опять он... Опять доминирующая модель. Надо отдельно каждую мерить, а не доминирующую. Ты мне опять сделал там доминирующий проект, теперь доминирующая модель. Ну, я понимаю, ты делаешь как проще, как легче, но делай как правильно, а не как легче. Я ему сразу Escape нажал, загрузил это туда. Вроде бы новый подтянулся, но я не знаю, почему-то с опозданием. То есть сейчас уже AI Master контракт есть в статистике, и он записал 3 минуты 41 секунду. То есть это он не был учтен, но я же в него писал, а он активное мое время не засчитал. То есть как-то все неправильно учитывается. Зачем он записывает? Продолжение следует. Так, ну, в общем, вы поняли, что мы сегодня делаем. Мы строим статистику использования по проектам, по времени моего активного, пассивное время, то есть сколько агент работает. Разбиваем это на проверки тестами и сколько он фактически кодит.
и пытаемся это еще вывести в токены, пытаемся это вывести в деньги, и пытаемся вывести, как долго он работал автономно, без моего участия. И так вот сделать, чтобы он подхватывался в новой любой сессии автоматически. Вот. Я надеюсь, я вас сегодня удивил. Повышайте вашу IT-насмотренность вместе с будни веб-код-блогера. Создавайте более качественные IT-проекты. Желаю вам всех благ и финансового благополучия.